Устранив всех конкурентов, самый крупный в мире наркосиндикат «Гидра» продолжает стремительно разрастаться. Наркоторговля в Даркнете процветает во всех крупных городах и районных центрах России. Основной рабочей силой теневого бизнеса стали закладчики. Целая армия курьеров делает тайники с наркотиками для покупателей. В прессе уже сложился стереотипный образ закладчика. Это старшеклассник из небогатой семьи, который пошел на рискованный заработок ради легких денег. Но на самом деле закладчиками становятся люди из разных социальных слоев и по разным причинам. Но всех их объединяет одно – почти гарантированный тюремный срок. Согласно официальным данным, по 228 статье Уголовного кодекса в России выносится каждый 7-й приговор. По связанным с наркотиками статьям сидит 25% всех осужденных. Из-за огромного количества уголовных дел по 228 статье ее давно называют «народной». Но самое страшное – большинству осужденных после выхода на свободу уже не удается вернуться к нормальной жизни. Более половины всех осужденных по наркостатьям – молодые люди от 18 до 35 лет. Почти все они – закладчики. Вербовщики пользуются тем, что молодежь слабо разбирается в юридических тонкостях. Но пойманные с уже расфасованными закладками курьеры почти гарантированно получают срок за сбыт в крупном размере. Более 90% решений по уголовным делам, связанным с наркотиками, выносятся по статьям 228 и 228 пункт 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Статистика показывает, что потребители получают тюремные сроки чаще, чем продавцы наркотиков. При этом на принудительное лечение отправляют лишь около 3% осужденных. Получается, что силовики больше заинтересованы в том, чтобы осудить наркозависимых за употребление, а не оказать им помощь. Для школьников и студентов главная мотивация в работе курьера-закладчика – большие деньги. Именно желание побыстрее заработать приводит их в сети вербовщиков. Если взять, например, семью с низким уровнем достатка, то это понятно, что желание распоряжаться своей собственной суммой. А вот если брать семьи с высоким достатком, то там просто могут сработать амбиции родителей, которые требуют от человека какой-то отдачи. Вторая причина – культурная. Наша культура дает молодежи посыл в том, что ты никто, если ты не зарабатываешь. Неважно, какие у тебя качества, главное, как ты их монетизируешь. Здесь морали абсолютно никакой нет, ни норм, ни правил. Для подростков, естественно, все доступно. И когда он получает хорошую зарплату от этого дела, от закладки, он начинает себя ценить. Еще один стимул для начинающих закладчиков – это адреналин. Некоторые молодые люди банально хотят пощекотать себе нервы. У Леонида не было финансовых проблем или жизненных трудностей. Но около года назад он увидел трафарет на Люсиновской улице в центре Москвы и решил узнать, каково это быть наркокурьером. Закладки я до этого собирал для себя несколько раз. Деньги мне не нужны были, у родителей свой бизнес, у меня с работой все нормально. Острых ощущений, наверное, захотелось. Свой первый заказ я разбросал по 10 точкам. Где-то в парке, на заправке или на парковке. Когда ездил забирать сам, нет, не боялся попасться. Потом, когда начал класть, да, паранойя. Боялся, что примут. Я месяца 3 проработал, бросил после того, как менты тачку стукнули. Утром на каршеринге ехал в офис, у Курского остановили тачку. Полиция, представились, там спецрота такая-то. Я пустой ехал, но я обосрался, конечно. Меня обшмонали, тачку обшмонали насквозь. Везде заглянули, поняли, что нету ничего. Но я все равно нарушил, двойная сплошная, под лишение. Я спорить не стал, легко отделался, что ли. Леониду повезло, он сумел вовремя остановиться. Но многих других закладчиков рискованный бизнес привел за решетку. В 2014 году Элеонора С. была осуждена в Санкт-Петербурге на 6 лет строгого режима по статье «Распространение в особо крупных размерах». Меня остановили на моем собственном автомобиле. Естественно, изъяли оттуда очень крупную партию наркотиков.
вот, за что была осуждена. Распространяли закладками? Закладками, закладочной системой. Считается, что люди, связанные со спортом, не должны употреблять наркотики. Элеонора также их избегала до определенного момента. И, естественно, связалась с такими людьми, вот, которые предложили иметь еще и за это деньги. Помимо того, что иметь свои наркотики собственные для собственного употребления, еще и получать за это большие деньги, достаточно большие, чтобы жить ни в чем себе не отказывать. На свободе Элеонору ждут 2 дочери, которых сейчас воспитывает отец. Очень хотела принять участие в их судьбе, переходный возраст. Ну вот, стремлюсь, чтобы быстрее оказаться дома, стремлюсь к этому. Но после освобождения клеймо преступника и бывшего наркомана может отрезать человека от полноценной жизни. Регистрация наркозависимых часто влечет за собой неприятные последствия. Шанс начать новую жизнь наркозависимым заключенным дают специализированные лечебные колонии. В одной из них отбывает свой срок уроженец Сахалина Николай. Он был осужден в 2014 году на 7 лет строгого режима за сбыт наркотиков в составе организованной группы. Ну, как бы так получилось, что там поддельник у меня Должен. был в разработке и пришел ко мне, так как знал, что я мог из рук в руки приобрести его у одной девушки. После вынесения приговора Николай добровольно написал прошение о переводе в Мордовию, чтобы пройти курс лечения от наркозависимости. Трудотерапия, да, это в первую очередь. Во-вторых, я стою у психолога в кружке, вот уже 2-й год. Приезжает к ним, то есть со свободой, с наркологией, как бы с нами разговаривает, занимается, как бы психически ведем дневники. Адвокат Николая подал в суд ходатайство о досрочном освобождении. Шансы хорошие, за последние 5 лет никаких нарушений. После курса реабилитации Николай относится к наркотикам негативно. Ну, никому не советую. То есть, кто даже попробовал раз, и если он не понял, то лучше вообще больше не пробовать, чтобы не понять, что это такое. 11 июля 2019 года в российском сегменте Даркнета была зафиксирована рекордная посещаемость. За один день в поисках нелегальных продуктов и услуг туда отправились 600 тысяч человек. Это население целого города, такого как Кемерово или Хабаровск. Производство и продажа нелегальных веществ в Российской Федерации налажены в колоссальных масштабах. Каждый день на территории России делают более 13 тысяч закладок с наркотиками на сумму в 227 миллионов рублей. Это значит, что тысячи молодых парней вскоре надолго сядут за распространение, а сотни тысяч россиян подсядут на вещества, которые заменят им надежды, амбиции и перспективы. Как будут реагировать на эту ситуацию правоохранительные органы? Какое будущее ждет тех, кого наркотики довели до последней черты? Пока мы ждем ответов на эти вопросы, наркобизнес только крепнет.